Всем привет, меня зовут Илья, и это канал Изучаем C++ вместе. В первом уроке мы с вами разобрались, как установить Microsoft Visual Studio, установили ее на компьютер, создали свой первый проект, и вот это вот все научились. В этом же уроке мы с вами напишем нашу первую программу, которая выведет нам на экран Hello World, ну и еще немножко ее модифицируем, чтобы она была немножко интереснее, чем просто Hello World. Так что пристегиваемся, запускаем IDE-шки и прожимаем лайки перед началом этого ролика. Погнали! Заходим в наш проект. Как вы видите, здесь я уже создал проект под названием «Второй урок. Первая программа». И начнем мы с того, что я сразу же сделаю оговорочку. Я уже записывал этот ролик и понял, что все, что я хочу рассказать, просто не влезает в это начало. Это наш только второй ролик, и очень много информации, как будто бы я хочу вам передать. В общем, сделаем такую ремарку, что если я говорю об этом в следующем ролике, то это значит, что мы в следующих роликах разберем этот момент. Потому что если я буду объяснять прям совсем все досконально в этом ролике, этот ролик будет длиной в вечность. Вот, поэтому в этом ролике постараюсь коротко обо всем, но также как бы информативно рассказать. А дальше мы уже будем с вами все это разбирать и углубляться, внедряться и вот въезжать в этот замечательный C++. Итак, с чего я хотел бы начать? Хотел бы начать с начала программы, чтобы мы вначале поговорили с вами о комментариях. Комментарии — это та часть кода, которая не читается компилятором. То есть есть компилятор, что это такое в следующих роликах. И когда мы будем нажимать на вот этот волшебный треугольничек, чтобы запустить нашу программу, чтобы она запустилась в консоль, о ней тоже в следующем ролике, в следующих роликах, да, наверное, вот так вот, в следующих роликах, то поля, которые у нас будут с вами под комментариями, видите, они выделяются зелеными, не будут читаться компилятором, он их просто пропускает, и, соответственно, тогда зачем они нужны, скажете вы? Я настоятельно вам рекомендую писать в начале, то есть второй урок, первая программа. Чтобы когда-нибудь вы вернулись сюда и поняли вообще, о чем речь не только из названия проекта, но и внутри программы, чтобы у вас что-то было. Есть два типа комментариев. Есть две косые черты и комментарии. И есть второй вид комментариев, когда вы нажимаете косую черту и звездочку, вторая звездочка и вторая косая черта дописывается самостоятельно. Можете вот потренироваться немножко, да? Никакой разницы между тем или другим комментарием нету, то есть скопировали сюда, вставили то и то, высвечивается зеленым, но лично я вам рекомендую делать следующим образом. Если в комментарии у вас одна строчка, как в нашем варианте, второй урок, первая программа, то пишем через две косые черты, чтобы сразу наш код был удобен и понятен, да? Если же комментариев там на несколько строк, например, да, в таком случае намного удобнее писать именно такой комментарий вида косая черта звездочка и закрывать его, чтобы вам или кому-то другому, кто будет читать ваш код, было понятно, где начинается комментарий, где он заканчивает. Это намного удобнее, нежели было бы вот так вот все это написано и все это в одном коде, и, короче, сложно. Так что запомнили, да? Пишем на всякий случай вот так. Вот, это что касается комментариев. С комментариями разобрались. Что у нас идет далее? Далее мы должны с вами подключить какую-то библиотеку. Мы с вами знаем, что в этом уроке мы с вами будем вводить какие-то данные, и нам что-то будут выводить на экран нашей консоли. Для этого есть библиотеки. Для этого есть библиотеки, стандартные библиотеки Visual Studio, и чтобы подключить любую стандартную библиотеку, нужно воспользоваться вот такой вот командой решетка include. То есть вот этой командой мы подключаем библиотеку, а библиотеку уже пишем ту, которую мы хотим подключить. О них тоже в следующих роликах расскажу более подробно, о стандартных библиотеках Visual Studio, но нам сейчас нужна такая библиотека, которая имеет название IOStream. Эта библиотека, если кратко, позволяет нам что-то вводить с клавиатуры и что-то выводить нам на экран. Более подробно об этой библиотеке в следующих роликах. Далее, чтобы нам зайти в программу в саму, да, нам нужно написать с вами следующую комбинацию. int main, круглые скобки и вот такие вот фигурные скобки написать. Что значит все это вот? Int — это тип integer, то есть есть несколько разных типов данных, да, есть integer, есть double, есть float, есть char и т.д. и т.п. Об этом тоже мы поговорим в следующих роликах. Пока просто пишите, как оно есть. Далее, main — это вход в программу, int main, вот эта вот вся строчка говорит нам о том, что здесь будет вход в программу, и отсюда начнет она свое выполнение. Вот, далее у нас круглые скобки, они нужны для того, чтобы в них вписать
какие-то дополнительные параметры запуска, если они нам нужны. В нашем случае, ну, об этом, опять же, мы поговорим в следующих роликах, когда до этого дойдет. Вот, что означают фигурные скобки? Это тело программы. Мы об этом тоже поговорим, что такое область видимости, и все вот это вот, время жизни переменных. Про эти фигурные скобочки тоже в следующих роликах. Далее. Почему я так, сейчас вот тоже еще небольшая ремарочка, почему я каждую строчку вам объясняю, потому что я считаю, что если вы в какой-то программе не понимаете какую-то строчку, это плохо. В этих роликах я буду каждую строчку вам разжевывать, ну, пытаться, да, во всяком случае, разжевывать настолько, насколько я это знаю. И, соответственно, я хочу, чтобы после просмотра этого ролика, если вас спросили, что такое там Include your Stream, вы сказали, что это библиотека, стандартная библиотека Microsoft Visual Studio, которая позволит нам вводить и выводить данные с компьютера, грубо говоря, хотя бы так на этом этапе. Далее мы рассмотрим, конечно же, подробнее, и что, зачем, и как, и почему. Вот. Соответственно, для того, чтобы нам с вами написать что-то, нам нужны с вами переменные. Всегда нужны переменные, о типах переменных мы с вами поговорим немножко позже. Сейчас просто пишем, что нам нужна переменная char, это переменная символов. Назовем ее one string, например, да, одна строка. Опять же здесь заколдовываю вас просто всегда называть свои переменные качественными именами, чтобы было понятно, о чем вы вообще говорите. То есть, если мы сейчас будем писать с вами первую строчку, мы с вами пишем, указываем тип переменной char и пишем one string, да? То есть пишем one, второе слово с большой буквы, чтобы было комфортно. Здесь уже как бы кому как нравится, можно написать вот так one string, можно написать вот так one string, здесь уже особой роли не играет, но как вам будет удобнее, да? Оставим через землю. Через вот этот вот значок. Вот, one string, откроем квадратные скобки и просто укажем здесь 10. Это будет одним из вопросов, так сказать, к домашнему заданию, почему мы здесь указали 10. Дальше тоже об этом разберу. И в конце строки во всех программах C++ всегда в любой строке не забываем ставить точку с запятой. Точка с запятой означает как бы логический конец какой-то фразы, то есть вот здесь вот у нас, да, мы объявили переменную char, назвали ее oneString и сделали ей размер 10. 10 элементов по одной букве мы сможем записать в этот char, или чарик. Да, чарик. В этот чарик мы сможем записать 10 элементов. Вот, поэтому здесь 10. Хорошо. Создали переменную, теперь давайте-ка в нее что-нибудь введем. Вводим std, двоеточие, sin, и ставим угловые скобки, повернутые налево. Что значит std? std это пространство имен, об этом в следующих роликах. Двоеточие указывает на то, что мы обращаемся к этому пространству имен std. Sin — это функция, которая сокращена от input, то есть вхождение, да, и здесь мы с вами будем вводить эту самую переменную, которую мы с вами придумали. То есть string, one string. Вот, one string, вот так. И ставим точку с запятой, не забываем. Если мы сейчас с вами запустим нашу программу через этот треугольничек, наша программа будет собираться. Наша программа соберется, мы увидим вот этот черный экран замечательный, который мы будем видеть с вами очень долгое количество времени. И он что-то от нас хочет. Ну и мы введем сюда, что-то ввели. Программа закончилась, потому что, ну, как бы, а что, а все, она отработала свое. Непонятно, да, непонятно, что от нас требовалось, как понять, кто это что вводит. Давайте перед вот этой строчкой, чтобы нам было понятно, мы введем следующий код. Мы введем опять же тот же пространство имен std, введем с вами cout. Sin, cout очень похоже, cout это выход, то есть то, что мы увидим на экране. И введем сюда какое-нибудь сообщение. Сообщение, например, введите первую строку. Первую строку двоеточие поставим. Двоеточие и точку с запятой в конце никогда не забываем. Давайте запустим, сохраняемся, Ctrl-S, нажимаем Ctrl-S. Ну, я рекомендую нажимать Ctrl-S постоянно, как только написали какую-то строчку, нажали Ctrl-S просто, чтобы это было на автоматизм. Написали, давайте попробуем запустить и получим тарабарщину. На русском языке у нас не написалось. Почему так? Потому что есть разные виды кодировок, и вот сейчас Visual Studio говорит, что не знает наши символы. Значит, чтобы исправить нашу эту проблему, мы опять же с вами вводим std, двоеточие, setlocale, открываем скобки, вводим здесь ls большими буквами, земля, all, ставим запятую, открываем скобки и пишем ru, ставим двоеточие. Ru нужно, видите, он нам ее подчеркивает, нам нужно взять с вами ее кавычки.
Как вы могли заметить, да, все замечательно в Visual Studio. Если мы где-то, например, что-то не дописали, он у нас сразу будет все подчеркивать. Так что это очень удобно, обращайте всегда на это внимание. Если у вас что-то красным подчеркнуто, значит что-то не так. Итак, давайте, 7-я строка кода, что у нас здесь с вами написано. std, пространство имен std, о котором я поговорю с вами в следующем ролике. setLocale — это функция, которая нам поможет писать на языке, который мы вот здесь вот указали, да. Вот, то есть теперь, если мы запустим программу, мы сохранились, и нажимаем запуск без откладки, он у нас пишет «Введите первую строку». Все замечательно. Вводим первую строку, давайте проверим, принимает ли он ввод, что-нибудь напишем. Напишем «Привет». Привет. Велось, не велось, непонятно, но вроде как бы велось и отработало, да? Хорошо. Нам же нужно с вами Hello World, мы хотели с вами написать, да? Но мы напишем его на русском языке. На русском языке напишем Hello World. Или вообще Привет, мир, так и напишем. Что нам этот Hello World? Давайте напишем Привет, мир. Так, первая строка есть. Теперь, по аналогии, нам нужна вторая строка. Но перед созданием, перед тем, как мы... нам нужна вторая переменная. Вторая переменная. Создаем еще один чарик. Называем его toString. Да, такой интересный, значит, строка у него на русском языке, а название toString. Ну ладно. Вот, здесь рекомендую тоже отступать. Вот у нас все с вами тоже чистота кода, как бы красивость кода, да. Сделали операции с первой переменной, нажали вот здесь вот пробел, и нажали здесь Enter. И смотрите, вот здесь некрасиво, да, как-то вот, что они как-то вот. Вот мне лично это не нравится, я нажимаю здесь Tab. Клавиша Tab у нас с вами выравнивает потом какой-то своей линейки, и вот так уже лично мне на глаз смотрится намного приятнее, когда они красиво расположены. Ладно, окей, поехали дальше. Далее мы создали с вами, опять же, переменную, да, сейчас вы можете вместе со мной уже проговорить по аналогии, то есть здесь создали переменную типа char. Наша переменная имеет название toString и имеет размер 10, то есть 10 элементов мы в нее можем вписать. Хорошо, далее мы должны с вами написать std_cout. Введите вторую строку. И точку запятой не забываем. Введите вторую строку, не забываем. Далее std_cin. И, собственно, нам нужна та самая строка. toString. И смотрите, если вы увидели, что вот такое уже есть, можно всю ее не печатать. То есть мы же могли, да, тут нажать toString, прописать. Вот долго кажется. Чтобы было быстрее, пишем to. Видите, что он здесь ее показывает, нажимаете Tab. Магия. Ускоряет нашу работу. Опять же, здесь поправляем, чтобы было красивенько, ввести toString. Хорошо, сохраняемся. Смотрим, что у нас теперь есть. Введите первую строку. Привет. Введите вторую строку. Здорово. Ну, не важно. Так, хорошо. На прием мы работаем. А как же нам сделать так, чтобы мы теперь у нас соединились вот эти наши переменные, наша запись, которую мы введем, и вывести ее нам, чтобы мы ее видели, да? Хорошо, давайте думать, как мы теперь это сделаем. У нас есть две переменные, в которые мы что-то вводим. Мы просто теперь пишем std_cout и вывод. Пишем первую переменную, oneString. Далее, чтобы было... Давайте сначала некрасиво сделаем, а потом сделаем красиво. oneString и toString. Вот так вот, да? Видите, ругается Visual Studio на то, что скобочки у меня не в ту сторону. Заметили? Кто заметил? Молодец. В Cout всегда должны быть скобочки в обратную сторону. Правую. Левую Cin, правую Cout. Но вы со временем просто привыкнете и будете на автомате их там писать. Все, окей, написали. Давайте сохраняем проект, запускаем, смотрим, что он нам выведет. Введите первую строку «Привет». Привет, YouTube. Привет, YouTube. Пам. А как это так? А вывел какую-то белиберду. А почему? Так получилось? В этом, как говорится, и прекрасное программирование. Вы вроде бы сели, писали, у вас все работало, и вы доходите вот до такого момента, когда у вас что-то не работает. Я на данный момент не могу понять, что происходит не так, поэтому, чтобы, значит, ролик у нас с вами не тормозился, давайте все-таки мы введем с вами типичный Hello World. Видимо, нельзя без Hello World никуда. Он у нас пишет Hello World, но видим, что он пишет нам его слитно. Некрасиво. Давайте вот здесь, после вот этих вот угловых скобок поставим еще одни, и между ними нажмем кавычки и нажмем просто пробел, чтобы было это дело у нас с вами красиво. Запускаем программу, пишем hello, пишем world, и он пишет нам hello world.
выпускать. Замечательно? Замечательно. С проблемой русского языка, как обычно, в следующих роликах я попробую разобраться, почему он нам эти строки выводит, а эти строки не выводит, выводит их символами, непонятно. Если знаете ответ, пишите в комментариях, ну а мы продолжаем. Далее. В конце любой программы, когда вы ее написали, всегда нужно написать return 0, которая скажет компилятору, что здесь программа закончилась, и она отработала корректно. То есть про бинарные единички и нули мы с вами поговорим, бинарную систему числения и всякое вот это вот потом, но просто сейчас вам нужно знать, что return 0 это такая команда, которая показывает, что ну все, программа закончилась. Вот. Конечно, можно сейчас сказать, что вот, например, ничего не изменится, если мы сейчас ее здесь не напишем. Программа будет также отрабатывать как с return 0, так и без return 0, но я вам просто пока что рекомендую всегда это писать, а позже я уже объясню вам, почему это действительно. Вот, мы с вами написали программу, в которую мы ввели строки, которые нам вывела эти строки. Соответственно, вот такая вот у нас с вами первая программа получилась, да. Здесь вот, конечно, тоже можно немножко подвинуть, чтобы вот это вот все совсем было красивенько и одинаково. Вот такая вот наша с вами первая программа из второго урока. В этой программе мы с вами научились инициализировать переменные, но об этом мы еще поговорим с вами более конкретно. Здесь было только один вид переменных чаров. Мы с вами научились выводить строки на консоль. Мы с вами научились вписывать строки в консоль с клавиатуры своими шаловливыми ручками. Соответственно, остается вопрос, как вы думаете, для вас вопрос, вот здесь мы указывали цифру 10. Что будет, если мы в первое, введите нашу строчку, введем символов больше, чем 10? Что будет? Это вот вопрос вам, отпишите его в комментариях, попробуйте потестить. Попробуйте вывести эту строку после того, как вы ввели больше 10 символов, и в комментариях пишите, что вы увидите. Вот, в следующем уроке мы с вами поговорим о переменных, каких типов они бывают, как их нужно инициализировать и все в этом духе. Меня зовут Илюха, это канал Изучаем C++ вместе. После первого ролика подписалось 3 подписчика. Большое спасибо вам за то, что вы подписались, поставили лайки на первый ролик. Большое вам спасибо, очень сильно вам благодарен, ну и пришло время попросить. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Если он понравился вам и оказался полезным, не забывайте наградить меня лайком и подпиской на канал. Также можете разместить в своей соцсети этот ролик. Также, если хотите поблагодарить канал материально и поддержать проект, то по ссылочкам в описании вы найдете ссылки на Donut Alerts или платные подписки на Boosty. Меня зовут Илюха, это канал Изучаем C++ вместе. Увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Всем пока!